Итак, как перевести бизнес в Польше в другой город? Допустим, вы решили переехать, либо по каким-то другим причинам, не знаю, в этом городе вы поссорились с налоговой, они не хотят вам открывать ВАТ номер, еще что-нибудь. Вы хотите, в общем, перевести ваш бизнес в другой город. Как это сделать и можно ли это сделать? Ответ на вопрос можно ли? Да, можно. Мы много раз меняли многим клиентам по разным причинам адреса. Основная причина это, конечно же, стоит быть и жить в том городе, в котором ваш бизнес. Почему? Потому что иногда приходится побегать по ужонам, по госорганам. И если, допустим, вы в Гданьске живете, а у вас там во Вроцлаве ваш юрадрес, ваш инспектор говорит, давайте тогда завтра мы с вами встретимся и лично поговорим. И вы понимаете, что вам, день только дорога может занять. Процедура на самом деле не такая сложная, если вы зарегистрировали фирму правильно, то есть вы это сделали через интернет, по упрощенной схеме, через S24, то, как мы это делаем для наших клиентов. В таком случае просто нужно изменить учредительские документы, обычно делается изменение в уставе, что все, щадиба фирмы теперь не в этом городе, а в этом городе. Во внеске финальном меняется адрес, какой будет адрес у вас в новом городе, подписывается там ряд документов, отправляется и все. Проблема начинается, когда вам нужно показать кому-то, что этот адрес изменился в реестре, потому что эти изменения могут вноситься очень неторопливыми инспекторами несколько месяцев. Вот недавно мы меняли, и 2 месяца просто в системе менялся адрес. Поэтому нам приходилось показывать просто вот эту саму подписанную заявку об изменениях, да, что вот, ребята, смотрите, мы поменяли, в банк мы показывали, просто система еще не несла наши данные. С кем-то это прокатит, с кем-то это не прокатит. Это тоже важно учитывать. Теперь, что нужно поменять, кроме самого адреса в системе в госреестре? Будь это фирма, S24 система, либо частное предпринимательство, тогда на портале Business.gov.pl. Обязательно решите, насколько вам важно, чтобы с вами переехала ваша бухгалтерия. И если в вашей бухгалтерии, в которой вы обслуживаетесь, нет филиала в другом городе, насколько это проблема. В большинстве случаев это не проблема, потому что все равно переписки ведутся через mail, коммуникации через телефон, и вы не высылаете в бухгалтерию оригиналы, а вы, допустим, им просто сканы загружаете на Google Диск, либо в специальную программу. То есть для большинства это не проблема. Но если вы привыкли приехать к бухгалтеру и провести не телефонный разговор лично, да, то тогда позаботьтесь об этом заранее, потому что у бухгалтерии тоже есть срок выповедения, то есть срок расторжения договора, который важно учитывать. Лучше, кстати, менять бухгалтерию с начала года, дабы одна фирма довела вас до конца, она уже знает, какие у вас бумажки, какие проблемы, недочеты, закрыла вам годовой финансовый отчет, и вы себе спокойно перепрыгнули на новую фирму без проблем. Новая фирма с чистого листа вас ведет. То же самое касается банков. То есть, когда вы открываете счет для фирмы, очень часто к вам привязывается именно этот банкир, который открывал вам счет, именно в этом городе, именно в этой локации, где вам открывался счет. И если вы хотите сделать какие-то изменения, то вы приходите в ближнее отделение к вам, и вам говорят, пожалуйста, шуруйте вот туда, потому что там вы приписаны. Соответственно, дабы потом через всю Польшу не ехать к этому банкиру, вам стоит заранее провести с ним этот диалог, что вот так я мигрирую туда, мой бизнес вместе со мной, пожалуйста, измените там данные на то, чтобы я мог в том городе обслуживаться. И, кстати, если вам нужна помощь в регистрации компании либо ИП в Польше, в бухгалтерии, в консультациях по бизнесу в Польше, вы можете обратиться к нам. Снизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. Будем рады вам помочь. Да, возникает вопрос, можно ли это сделать, вообще легально ли это, и не навлечет ли на вас это каких-то там проблем со стороны госорганов. Потому что в некоторых странах, если фирма меняет свой адрес почему-то, соответственно, меняет налоговую, значит там какой-то договорняк, и значит фирма, грубо говоря, что-то мутит, да, на таком языке. Вот в Польше я не встречал случаев, если кто-то встречал, напишите в комментариях, чтобы к этому косо относилось. Мало того, бывает такое, что здесь, допустим, очень тугие госорганы, там, какие-то проверяющие, да, а в другом городе вы заходите, вам легко выдают разрешение, никаких вопросов не задают, меньше проверок, быстрее выдают вам все документы. Бывает, ради этого стоит делать. И вопрос, нужно ли это делать,
если вы переезжаете в другом городе. Так, к примеру, вы там живете в Варшаве, а ваш бизнес остается в Кракове. К примеру, да? Не всегда можно, не всегда есть смысл как бы проделывать эту работу, менять. Почему? Потому что если ваш бизнес, допустим, онлайн, если вы по госорганам, в принципе, не особо-то и бегали, если у вас в Кракове уже на фирму зарегистрирована куча машин, а они должны быть именно на тех номерах в том городе, в котором зарегистрирована ваша фирма, а не там, где вы живете лично. То есть у вас там стоят активы, то, возможно, стоит оставить фирму там, чтобы она была юридически. А здесь либо открыть филиал, это тоже можно делать, либо, в принципе, ничего не открывать, если вы там не строите из этого корпорацию. Потому что, по сути, фактуры выставляются онлайн, переговоры с клиентами часто онлайн. Это может сильно и не повлиять на процесс. Другой вопрос, если вам приходится часто ходить по госорганам, то удобнее все-таки это делать внутри того города, где вы живете, чем выезжать в другой город. Разве что, если вы сделаете комбинацию, допустим, наймете какого-то сотрудника там, либо впишете прокурента, либо у вас будет просто доверенный человек, с доверенностью, да, который будет от лица вас, либо вашей фирмы ходить и решать вопросы там на месте. При этом вы можете не проводить всю эту процедуру с изменениями. Итак, мы поговорили, как перевести бизнес. Станислав, мой партнер, записал видео, как перевести себя, то есть как переехать в другой город. Здесь будут подсказки на предыдущие видео на эту тему. Смотрите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До встречи в следующих выпусках. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!